Доброго времени суток, с вами канал Python Hub Studio. У меня сейчас 4 утра, а мы начинаем курс ООП по Python за 3 урока. После этого напишем интересное приложение. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Итак, начнем. Чтобы знать содержание урока, видео в описании разбито по временным меткам. Сейчас пару минут введения в ООП, а потом на живом коде напишем класс, который будет создавать объекты кошельки. Рассмотрим методы, конструкторы, init, деструктор, инкапсуляция и так далее. Изучая функциональное программирование, вы уже давно работали с классами и их объектами, так как Python это объектно-ориентированный язык. К примеру, тема списки или любые другие типы данных. Допустим, у нас в переменной x есть список, в котором у нас там какие-то значения, то есть просто цифры. И мы делаем следующую операцию. Мы при помощи функции print выводим на экран тип данных в переменной x. И что мы видим? Мы говорим, что в x тип данных list. Мы видим следующую запись. Класс list. О чем это говорит? Типы данных в Python создают классы. То есть класс это некая инструкция, по которой создаются типы данных. К примеру, и один класс может создать несколько объектов одного и того же самого типа данных. Ну, к примеру, у нас же может быть несколько списков. Давайте его запишем. Может, то есть по одной и той же самой инструкции классу, класс list, Python создает объекты, именно вот это называется объектами, то есть объекты этого класса. Список раз, список два. То есть объект это любая единица информации в памяти. И когда мы записываем такую конструкцию, то есть мы создаем список, запускается класс list, создает объект, то есть единицу информации в памяти, это список. Мы это все сохраняем в переменную x, то есть x это ссылка на данный объект, и уже это все называется экземпляром класса list. Данный же класс может создать второй свой объект, мы его сохраняем в переменную y, и это уже тоже называется экземпляром класса list, потому что они уже именованы, то есть у нас есть переменные, при помощи которых мы ссылаемся на данные объекты. И смотрите, у каждого класса есть методы, которые позволяют менять данный объект. Например, через переменную x мы получаем с вами доступ к конкретному объекту, то есть вот к этому списку. У него есть методы, то есть, к примеру, у него есть метод append, то есть мы можем что-то добавить в этот список. Еще один элемент, пятерку. И теперь, выведя, к примеру, его значение, там будет 3 значения. То есть это подводит нас к тому, для чего нужны вообще классы. Классы создают типы данных, то есть объекты в памяти определенного типа, которые сохраняются во времени, мы с вами можем их менять и извлекать из них информацию. Это называется поведением объекта, то есть методы. Что может данный тип данных? К примеру, список. Он может хранить значения, он может их добавлять, извлекать, выводить информацию и так далее. Причем классы могут быть разной масштабности. Давайте здесь сейчас допишем терминологию и особо на ней не будем зацикливаться. Для примера есть встроенная библиотека от Tkinter для создания GUI, то есть оконных приложений в Python. Давайте посмотрим, у нее есть класс TK. Давайте посмотрим, что он может. Для примера, это по поводу масштабности классов. Заводим переменную со стандартным значением root. Запускаем в ней класс TK. Создается объект в памяти, root ссылается на данный объект. И давайте посмотрим методов. Ой-ой-ой, как много. И есть метод main_loop. Что он делает? Этот main_loop создает окно со стандартными значениями. То есть давайте запустим этот код. И вот из 2 строк у нас создалось окно оконного приложения. И теперь давайте попробуем написать свой класс, который будет описывать кошелек. То есть какой-то объект. То есть мы создадим свой собственный пользовательский тип данных. Итак, начнем. Что для этого необходимо? Так, лишнее сразу уберем. Для начала записываем ключевое слово класс. И теперь ему необходимо дать имя. Имя дается по тем же самым правилам, что все остальное, только первая буква должна быть в верхнем регистре. Это не обязательно, но вы поймете, почему это так важно, когда начнете работать с классами из разнообразных модулей. Это важно для понимания, импорт чего происходит. То есть это просто какая-то функция или это класс, с которым нужно работать методами. И если вы вдруг где-то увидите, здесь будет
между названием и двоеточием в скобках написано объект, это значит данный код из Python версии 2. В Python версии 3 здесь ничего записывать не нужно. Итак, мы с вами записали ключевое слово класс, дали название данному классу. Давайте запишем оператор plus, то есть пропускаем, здесь нет никакого кода. И сразу запишем здесь, к примеру, запуск данного класса. Мы записываем его имя и круглые скобки, точно так же, как в функции. Это уже будет, скажем так, это уже будет самый простой класс, то есть он ничего не делает, но он уже существует в памяти. То есть давайте попробуем вывести type x и запустим код и посмотрим, что нам выведет экран. То есть это уже класс пользовательский, имя Purse. Он в памяти уже существует, и он создает объект, который ничего не умеет. Давайте это исправим. То есть print, вот это все убираем, запуск оставляем, чтобы он был виден. Мы сейчас будем писать класс кошелек, но давайте для начала разберемся с синтаксисом написания классов. Итак, мы с вами записали ключевое слово класс, его название двоеточие, и дальше здесь мы записываем, то есть тело класса состоит из методов. Методы это функции. Давайте запишем пока один метод для данного класса, простой. Дадим ему, естественно, имя. Записываем в скобки, двоеточие, и здесь обязательно необходимо записать параметр self. Что значит параметр self? В параметр self передается имя переменной, в которой запущен класс. То есть в self попадет имя x. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы, смотрите, один и тот же класс может создать большое количество объектов. Вплоть до бесконечности, сколько там хватит памяти у компьютера. Соответственно, эти объекты нужно как-то различать. Так как они будут иметь разные свойства. То есть в одном классе там значение какое-то будет 10, в другом значение какое-то будет 7. Именно поэтому нужен self. Сюда передается имя переменной, то есть с каким конкретно объектом в данный момент будет работать данный метод. Давайте сделаем так. Метод show у нас будет выводить на экран просто какой-нибудь hello. Итак, пробуем. Мы с вами создадим два объекта. И один из них, пусть у нас объект x, вызовем метод. Так, метод у нас, мы его назвали метод show. Двойные скобки, то есть мы его запускаем. Так, опа. Запускаем данный код и смотрите, что получается. Создались два объекта в x и в y, и мы вызвали метод show объекта x, который исполнил код, который в нем написан. Сейчас так глюкнула консоль. И выводится на экран hello. Кроме основного параметра self, значит, здесь могут быть и другие параметры. Правила все те же, что и у обычных функций. То есть, к примеру, давайте здесь запишем еще параметр name. Он может быть обычный, может быть со стандартным значением. Давайте здесь запишем стандартное значение. Так, неизвестный. И сделаем следующее. К примеру, x мы запустим просто. То есть метод show вызовем из объекта x. И объект y вызовем тот же самый метод show, только уже этого объекта. И передадим в него параметр. Какое-то там имя, например. Так, Alice. И давайте запустим данный код. Так, ага, я забыл здесь дописать. Так, значит, плюс значение в параметре name. Запускаем. Итак, здесь hello unknown, здесь hello Alice. То есть объекты ведут себя по-разному. Это два разных объекта, именно благодаря тому, что здесь есть параметры self, и они запущены в разных переменных. Итак, когда разобрались с этими основами, давайте приступим к написанию нашего кошелька. Определяем здесь метод. У Python есть специальный оператор init. Это перегруженный оператор, то есть что делает метод, когда здесь прописана вот данная конструкция, то есть init с двумя подчеркиваниями сначала и в конце. Все точно так же двоеточие, здесь записываем self. Код внутри этого метода исполняется тогда, когда создается экземпляр какого-то класса. К примеру, мы здесь опять записываем запуск класса Purse. Именно во время создания объекта исполнится код, который прописан в методе init. Это называется конструктор объекта.
А для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы во время создания класса сразу передать ему какие-то значения, то есть свойства. Так как это у нас кошелек, нам необходима переменная money, то есть денег. В нем изначально будет у нас значение 0, так как в новом кошельке значение 0, кроме того, что найдешь. И теперь обращаю ваше внимание, смотрите, переменные в классе называются полями или свойствами, а атрибутами называют все имена в классе, то есть имена методов и имена переменных. И теперь обращаю ваше внимание на параметр self, так как класс это универсальная инструкция по созданию объектов определенного типа. Когда вы создаете, к примеру, переменную money, вы хотите, чтобы, естественно, у нас будет один кошелек там переменной x, другой кошелек переменной y, и у них у всех будет разное значение. Будем называть ее просто переменной money. Для того, чтобы между ними было отличие, здесь необходимо сделать следующее. То есть записать перед money значение параметра self и поставить точку. То есть, к примеру, что это значит? Мы с вами данную конкретную переменную money навешиваем на self, то есть на x. То есть это становится свойством объекта, то есть экземпляра x. Теперь давайте добавим другой метод. Точно так же с отступом здесь записываем просто в этом же классе метод. Метод назовем info. Точно так же здесь записываем ключевой параметр self. И что он будет делать данный метод? Он будет, допустим, у нас возвращать значение self money. Сколько денег в конкретном кошельке. Создадим кошелек X, Purse, создадим кошелек Y. Так, запускаем опять же этот самый класс. У нас создастся два разных кошелька, изначально в них значение денег по нулю. И давайте сделаем следующее. Через переменную X ссылаемся на объект класса Purse. Через точку мы можем вызвать метод или можем присвоить xmoney, вот он, self money, xmoney, новое значение. Пусть там будет 100. И теперь выведем значение на экран. То есть y вызываем метод info, сколько у нас денег в кошельке y и сколько у нас денег в кошельке x. Запускаем код. Забыли написать print. Пишем print. Так как функция у нас просто возвращает это значение. В одном кошельке у нас 0, в другом кошельке у нас 100, потому что мы с вами получили доступ к переменной, то есть свойству money объекта x и присвоили в него новое значение. Так, теперь расширяем наш класс. Это мы уже убираем, я думаю, оно уже не нужно. Расширяем наш кошелек. Допустим, это у нас электронный кошелек. В электронном кошельке у нас, как всегда, есть какая-то валюта. Соответственно, мы здесь заводим с вами в методе init. Так, заводим в методе init еще один параметр, валюта. И, значит, делаем следующее. Записываем self.valuta. То есть создаем свойство для объекта там x или y или еще какой-то, и присваиваем в него значение из параметра валюта. Соответственно, теперь в этот параметр нужно передавать значение во время запуска класса. Давайте здесь у нас будет USD, здесь евро. То есть у нас кошелек, экземпляр класса Purse X будет долларовый, этот будет в евро. Запишем здесь еще один параметр. Name, то есть имя владельца кошелька. У него будет значение по умолчанию, то есть неизвестный. Но в него есть, соответственно, здесь можно передать имя во время создания. И здесь записываем, соответственно, тоже. Обязательно self. Даем такое же самое имя, как name. То есть конкретное свойство каждого объекта. То есть self, там, x, y, именно поэтому они отличаются. И здесь присвоим значение в параметре name. То есть, к примеру, этот кошелек у нас будет incognito, этот у нас кошелек будет, например, bill. Здесь мы создаем метод пополнения кошелька. Записываем еще раз. Так, ключевое слово def через доступ и записываем ему имя. Имя этому методу.
Top-up balance. Пополнение. Здесь записываем обязательно self. И так как мы пополняем баланс, соответственно, нам сюда нужно передать какой-то аргумент, значение. Мы записываем здесь параметр. How many, то есть сколько. Именно мы будем пополнять. И здесь мы записываем свойства объекта, то есть деньги у нас будет равняться. Опять те же самые деньги, только плюс значение из параметра how many. То есть сколько конкретно денег мы будем добавлять. Теперь давайте попробуем, как это работает. Так, у нас кошелек X. Мы вызываем метод top-up balance и давайте пополним его на соточку. А теперь здесь посмотрим, сколько там. Так, что у нас там? Метод info. Сколько у нас там сейчас денег? Давайте здесь в info print сразу здесь запишем, чтобы там написать. Так, у нас будет здесь print значение self money. Итак, смотрим. Мы пополнили, и там теперь 100. Чего там у нас 100? 100 долларов. Итак, дальше. Теперь необходим метод, который позволяет нам тратить деньги из кошелька. Соответственно, мы записываем top-down balance. Этим методом мы будем тратить деньги из нашего кошелька. Обязательно здесь записываем self и сколько конкретно будет параметр how many, только уже для этого метода, сколько будем тратить. И соответственно здесь записываем вот эту конструкцию. Только уже не с плюсом, а с минусом. Так, меняем плюс на минус. Этим методом мы будем тратить наши деньги. Теперь здесь нужно поставить проверку на ошибку, то есть чтобы, к примеру, не было такого, что мы сняли с кошелька денег больше, чем там есть. Соответственно, мы записываем, если self money, минус how money будет у нас меньше нуля, то тогда мы запишем следующее. Выведем сообщение о том, что print недостаточно средств. Так, и здесь запишем с вами оператор raise, то есть возбудим исключение value error, чтобы данную ошибку потом можно было обработать. Итак, попробуем потом. Допишем здесь еще value error, чтобы выводилось сообщение конкретно в самой ошибке. Так, недостаточно средств. И теперь все это попробуем. Как это у нас работает. Так, чуть-чуть меньше код сделаем. Значит, давайте USD. Значит, пополнили баланс на 100, вывели info. Дальше здесь записываем x. Списание с баланса. Попробуем списать 200. Что у нас получится? Выводится ошибка, так срабатывает наше исключение, value error, так, недостаточно средств. Все замечательно работает. Теперь, далее, что мы еще здесь с вами сделаем? Давайте запишем. Итак, мы с вами разобрались, что init это конструктор, который исполняет свой код во время создания объекта класса. То есть мы можем во время создания объекта передавать сюда как аргументы в этот метод значения, то есть свойства изначально в объекте будут. Теперь этот метод еще init называют конструктором. Есть еще метод destructor, то есть он делает обратное через двойное подчеркивание del, двойное подчеркивание. Здесь точно так же в скобках записываем self, двоеточие, и здесь мы записываем с вами код, который исполнится во время удаления объекта. Например, мы с вами захотим во время удаления кошелька средства, которые там есть, вернуть, к примеру, на другой кошелек. К примеру, здесь записываем self money, возвращаем это значение. И то есть, к примеру, кошелек удаляется. Так, это мы уже уберем.
записываем оператор del x. И здесь давайте так, print. Так, кошелек удален. Кошелек удален. Почему он сработал два раза? Обращаю ваше внимание, смотрите, оператор del исполняется всегда, когда удаляются объекты. То есть, к примеру, мы удалили его при помощи оператора del x таким образом. Программа дальше работает. Эти деньги, к примеру, self money там вернулись. Если то же самое происходит, этот код исполняется, когда завершается программа. Смотрите, то есть, к примеру, терминал вышел из интерпретатора Python, объекты из памяти удалялись и отработал код оператора del. Итак, с этим мы с вами разобрались. Так, давайте уберем отсюда этот return. Все, оставляем. Итак, теперь по поводу инкапсуляции. То есть, смотрите, у нас с вами есть объекты, кошельки, у которых есть свои свойства, то есть имя владельца, валюта, в которой у нас кошелек, и количество средств на этом кошельке. Со всем этим мы работаем при помощи методов. То есть метод пополнения, метод списания средств и так далее. Но обращаю ваше внимание, что значит, доступ ко всем этим полям, свойствам, они же переменные, осуществляется через, к примеру, переменную x. Мы сейчас сможем через точку получить доступ к этим значениям. К примеру, к значению money. Изменить его значение. То есть там, к примеру, 100 или сколько-то там было, неважно. Мы сейчас можем, к примеру, сделать здесь вот минус 200. И выведя xinfo, у нас там получится минус 200. То есть случайно в коде допустить такую ошибку. Давайте посмотрим. Минус 200. Чтобы такого не было, в Python существует такое понятие, как инкапсуляция, то есть защита данных. Давайте попробуем. Так, оставим money минус 200 и сделаем, значит, сразу с этой проверкой. Как это сделать? Защиту, то есть инкапсуляцию данных. Перед именем свойства поля, оно же переменное, записывается, к примеру, одно подчеркивание или два подчеркивания. Давайте сделаем два подчеркивания для начала. Так, раз, и здесь, соответственно, везде нужно поменять. Таким образом мы с вами защищаем, инкапсулируем, то есть делаем данное свойство приватным. Что это значит? Сейчас мы с вами увидим. Так, два прочерка, так, два прочерка. То есть с такой переменной, с таким свойством мы можем получать доступ только из класса. И теперь давайте попробуем получить значение xmoney. Вернее, не получить значение, а его переприсвоить на другое. Обращаю внимание, xinfo выводит значение в сколько денег в кошельке. Запускаем код. И как мы видим, ничего не поменялось. Как было 100, так и осталось. Почему так происходит? Во-первых, он защищен, доступ к нему так получить нельзя, в том числе даже если написать два подчеркивания. То есть такого доступа к нему нет. А почему не выскакивает ошибка, когда мы сами записываем xmoney, там равно минус 200? Потому что, когда вы таким образом записываете xmoney, Python смотрит, что здесь в классе такого имени нет, и он просто добавляет еще одно имя к данному объекту. Money 200. Если мы попытаемся получить, к примеру, вот таким вот образом просто это значение, то возникнет ошибка. Атрибут error. Объект purs, там такого-то класса, у него нет атрибута переменной money. Таким образом мы с вами инкапсулируем, то есть защищаем наши данные от вмешательства подобного рода. Если записать здесь одно подчеркивание, это более лояльная инкапсуляция. В таком случае можно получить доступ к этой переменной, используя здесь одно подчеркивание. Данные манипуляции для чего они нужны? Они явно дают знать программисту о том, что в значение этих переменных вмешиваться подобным образом нельзя. Так, это мы удаляем. И последнее завершающее, значит, что мы с вами сделаем? Здесь давайте для начала, для красоты добавим проверку. Если, то есть, чтобы кошелек можно было создать только в долларах или в евро. Давайте напишем, если значение в параметре валюта, так, проверяем,
Так, not in. Записываем просто здесь таким образом. Так, в кортеже ECD year. Если оно не будет в этом кортеже, то тогда мы просто давайте здесь запишем исключение rise value error. И теперь давайте сделаем таким образом, чтобы можно было передавать деньги из одного кошелька в другой. У нас уже есть метод top-up баланс, то есть пополняет, и top-down баланс списывает со счета. Теперь как сделать так, чтобы можно было между двумя кошельками, например, передавать средства? Давайте сделаем следующее. Здесь нам необходимо, вот, к примеру, конструкция данного типа. То есть, к примеру, этот кошелек пополняется, забирая деньги из другого кошелька, из кошелька Y. Так, здесь мы вызываем метод списания средств. И теперь сколько, например, средств мы списываем. Давайте здесь запишем как $7. Кстати говоря, кошельки изначально нужно пополнить. Так. Например, так, нет, давайте изначально пополним кошелек Y, так как с него списываются средства. Так, топ-ап, давайте его пополним на $10. Так, здесь сразу запишем Y-инфо. Итак, мы списываем $7 отсюда. Соответственно, потом нам необходимо это значение вернуть. Это значение просто семерку вернуть как аргумент в метод пополнения. Соответственно, мы здесь записываем return how money. Так, how money, то есть сколько. И соответственно то же самое нам необходимо записать здесь. Return так, how money. Итого смотрим. Наш кошелек пополнился, потом списались средства, на другой кошелек добавилось, с другого списалось. Все. На этом, в принципе, все. Дальше в следующем уроке продолжим рассмотрение классов более подробно. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, комментируйте. До следующих встреч. Пока.